Во имя Отца и Сына и Святого Духа описывается в сегодняшнем евангельском чтении не одно чудо, а два. Слышали, конечно, о том, как Господь сел в корабль Симона, Петра, рыбаком. После того, как Симон Петр всю ночь со своими сверстниками, Иоанном, Иаковом, Завидеем, рыбу ловили всю ночь, ничего не поймали. А Господь утром пришел на море, чтобы учить. И столько много народу собралось, что невозможно было Господи из берега преподавать, учить. Так что он сел в этот корабль, отступил немножко от берега и оттуда он и учил. Что точно говорил Господь в этом учении, неизвестно. Но, конечно, самое главное тут, что то, что когда Господь закончил свою проповедь в данный момент, Он повелел Симону, чтобы он отбыл от берега дальше, в глубину, на молитву. А Петр ему говорит: Господи, всю ночь трудились, ничего не поймали, но по Твоему повелению, по Твоему слову, по Твоей воле спущу сети. Что он и сделал, и поймал столько рыб, что невозможно было вытащить их всех. Наполнили 2 корабля для того, чтобы они начали тонуть. И когда они пришли на берег, апостол Петр бросился к ногам Спасителя и сказал: Господи, грешен есть у нас, изыди от меня. И в этом-то и проявление второго чуда, а именно, что этот человек, Симон, рыбак простой, познал самого себя, узнал сущность своего рода и бросился к ногам своего Спасителя. Но, увы, неправильно ответил он ему в этом, хотя он от человеческого смирения говорил, нужно было ему говорить: Господи, помилуй меня, исцели мою немощь, очисти грехи моя. А он говорит: изыди от меня, Господи. Не последний раз Господь воспользовался ревностью апостола Симона Петра, чтобы указать на немощь нашего человеческого рода. Сколько раз мы слышали о том, как Господь говорил в Гефсиманском саду накануне своих страшных страданий, о том, как Он просил апостолов, тех же Петра, Иакова и Иоанна, побыть с Ним, пока Он молился кровавым потом. А когда Он возвращался к ним, они все спали. И говорил Господь им: дух пободр, плоть не мощна. И можно понять в этом также, что наше намерение, наше желание доброе, правильное, иногда твердое, но мы редко исполняем это намерение, редко исполняем то, что мы обещаем Богови. И так и было с апостолом Петром несколько раз. В один момент, когда Господь открыл свое будущее апостолам, что ему придется пострадать, умереть и в 3-й день воскреснуть, тот же апостол Петр сказал: Господи, да не будет этого с тобою. И опять-таки по-человечески, сказав такое, Господь моментально упрекает его, сказал: иди за мной, сатана. Потому что ты думаешь не о божественном, а о человеческом. Тот же Петр, конечно, обещал перед Богом, что если все отрекутся, все отойдут от тебя, я никогда не брошу тебя. И трижды в ту ночь отрекся от Спасителя своего. Господь указывает этим на нашу человеческую немощь. И как мы должны осознать самих себя. А каким образом? Путем веры, путем взыскания желания Божьего воли, а не нашей. Потому что апостол Петр все-таки после бессонной ночи остался все-таки и послушал проповедь Господню. И когда Господь повелел ему бросить сеть, он беспрекословно сказал: «Ей, Господи, по Твоему повелению я сделаю». И Господь открыл ему эти тайны.
И вот мы, когда исполняем именно волю Божию, а не свою собственную, мы осознаем самих себя. Мы понимаем свою греховность, свою немощь, свои недостоинства перед Господом. И понимаем, как мы нуждаемся в Нем. И не говорим: «Изыди от меня, Господи», а наоборот: «Помилуй меня недостойного грешного, очисти мои грехи, Господи». И вот в этом мы видим величайшее назидание. И как Господь указывает этому слабому человеку: «Отныне будешь и человек, и ловя». И этот апостол уловил весь мир своей проповедью, своей ревностью, своей любовью к Господу. И так и мы можем великое совершать, если мы осознаем самих себя, поймем свою немощь и узнаем, что без Господа действительно, как сказано, не до порога нам. И пусть каждое дело наше начнется именно с этой надеждой, с этой молитвой, зная, что Господь, видя наше желание исполнять Его волю, воздаст нам столицей, своей благодатью и помощью. И мы изобилуем не только по земному, но и в небесном также. We have heard many times that the devil finds work for idle hands. And indeed, we find this is very true. Only very recently here in our country, a horrible tragedy took place when a group of 3 young men who had nothing better to do decided to go out and kill someone because they were bored. And they did. They murdered an innocent man who was visiting from a foreign country. We hear of how our youth are being sucked into gangs, into drugs, into premarital sex, into all sorts of unsafe behaviors. All of this because they have so much time on their hands. And so indeed, we must be cautious that we do not have too much time on our hands. On the other hand, we find that many parents very properly try to engage their children in their school activities and after school and extracurricular activities, Russian school and dances and sports activities. And all this, of course, is very positive and good. But sometimes that goes to an extreme as well, when then there is not enough time for church and for prayer because they are so busy and so active in other things. And so, as we have heard in today's gospel reading, there must be a balance. Consider how Peter and his partners, John and James, the brothers Zebedee, who also became apostles of the Lord, fished all night long and got nothing. And yet after a sleepless night of working all night, they came back to the shore, and as they were washing their nets, the Lord came and began to preach out of Simon's boat. And as he did, the fishermen stopped and listened and heard his word. At the end of it, the Lord asked Peter to thrust out from the shore a bit into the deep, to cast out his nets. And Peter, without arguing, said, "Yes, Lord," and cast out his nets, even though all night long he had caught nothing, and filled both ships with so many fishes that they began to sink. Indeed, it is right that mankind busies himself, not with idle pursuits, but with necessary things. We as mankind were initially condemned from a life of leisure and ease in paradise to a life of labors. And to the sweat of our brow we shall bring forth bread from the earth, the Lord said to Adam as he cast him out of paradise. But the Lord also gave to us hope when in the commandments he said, 6 days of the week you have to work, but leave the seventh unto the Lord. And so indeed, there is always that hope for us. There is always that moment of rest. There is always that balance, that we never get lost in our earthly labors and needs and forsake the most important thing of all, that of our spirit. Indeed, we consider the apostles. Peter and again, the brothers Zebedee and others like them were fishermen. And they continued to fish because they had to support their families. They had to continue to live, to survive. The Apostle Paul, even though he traveled all around the Mediterranean, preaching the gospel and opening churches all over, continued to sew tents and sails out of canvas because his
how he made his living. And so for us, to make a living is not a sin. In fact, it is expected of us. It is a labor of love, as long as we understand it in that proper form. Because what we do in our lives should not be for our own glory, but it should be for the sake of serving others, to take care of our families, to take the money that we earn and to donate to those who are in greater need. And again, to do those things which are well-pleasing to God in our earthly lives, as well as our spiritual. But, as did Peter, to always balance that with the needs of the Spirit first and foremost, and never to allow our earthly concerns to overtake the spiritual. And so indeed, as we begin each day of work, let us do so with a prayer. Let us do so with gratitude that God has given us the opportunity, the talents to work, to be able to take care of our families, to put food on their table, to put a roof over their heads, clothing on their back, to take care of the earthly needs that we must in order to survive, and do so without grudging, and always leave that time for prayer and gratitude, so that all of our efforts are blessed, earthly, temporal, and heavenly as well. So that in this fashion we have a balance in our lives. And seeing this, that we do so in the intent of fulfilling God's intentions for us as human beings, that we indeed survive and be happy on this earth and seek out our salvation. He will reward those efforts 100-fold, not only with earthly fruit, but heavenly ones as well. Аминь. Благословение Господне на вас, благодати человека любит, ныне и присно во веки веков.